Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему, что он хочет вам сказать, но молчит. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте свою. Кому нужно, ставьте на паузу. Тайм-код будет в описании под видео. Итак, начиная с первой позиции, давайте посмотрим, что же хочет вам сказать загаданный человек, но молчит. Берем. Итак, что он хочет вам сказать, но молчит. Давайте посмотрим вообще его мысли относительно того, что между вами происходит. Каковы его мысли? Мысли о том, что в отношениях настал некий переломный момент. Шестерка мечей — это вот как раз, знаете, такое состояние, когда мы подошли к какой-то точке, где все решается. Либо мы дальше двигаемся вместе, либо мы идем врозь, либо мы просто меняем направление нашего движения, да, меняем траекторию. Шестерка мечей, кстати, может отыгрываться у многих как совместная дорога, либо же, ну, как правило, это совместная, да, это поездка, путешествие какое-то. Смотрите, ключевой фигурой здесь является король пентаклей, да, это статус женатого человека, поэтому если все свободны, здесь такое ощущение, что он собирается взять на себя ответственность за ваши отношения, грубо говоря, собирается предложить вам руку и сердце и стать вот этим пентаклевым королем, да, плюс карта правосудия, вот именно законные отношения, узаконивание отношений, заключение официального брака. Если вдруг вы не свободны, то у него опять же такой момент, когда нужно определяться, как мы двигаемся дальше, потому что хочу, чтобы все было по справедливости. Также, если он в браке, опять же, его статус, да, то, что он не свободен, он является своеобразным камнем преткновения. Хочет, чтобы все было правильно, и именно поэтому сейчас нужно решить, как вы будете двигаться дальше. А что он вам транслирует вообще? О чем он вам говорит, о чем он вам рассказывает вообще? Это его мысли мы посмотрели. Сейчас посмотрим, что он вам говорит, что он вам транслирует. Вы знаете, здесь у многих отыграется, у большинства, то, что вы свободны, и он действительно хотел бы шагнуть с вами в новый виток ваших отношений. Но здесь в любом случае новый виток, независимо от того, в каком статусе вы находитесь, кем вы друг другу приходитесь. Свободны, не свободны, в браке, не в браке. Карта шут — это как начало с чистого листа. И у большинства здесь отыграется то, что он готов вкладываться. Да, он обещает вам, что я буду стараться, я буду что-то делать на благо наших отношений. Но мне нужна твоя помощь, мне нужна твоя поддержка для того, чтобы это все осуществить. Во всяком случае, я готов слышать, я хочу слышать, что тебе это нужно, что тебе мои старания нужны. Однозначно какой-то новый виток, новая страница, и он вам многое обещает. Причем, вы знаете, это не пустые слова. Это действительно по восьмерке пентаклей, это пообещал, значит сделал, да. Очень часто бывает такое, что вот говорит, а в итоге ничего не дает. Нет, здесь он понимает, что если он скажет, он не будет обманывать. И именно карта справедливости об этом и говорит. То есть я сказал, значит я сделаю. Действительно хочет дать вам какие-то гарантии, пообещать, что-то сделать. Очень важно ему ваше присутствие в его жизни, и он вам четко дает, опять же, это понять, он вам дает это почувствовать, и он вам об этом говорит. А о чем же он молчит? Что он хочет сказать, но молчит? О чем он молчит? О переменах. Пока, вы знаете, вот глобальные такие перемены, вот страшный суд, справедливость, это вот, знаете, заключение, расторжение брака, вот моменты о каких-то таких серьезных переменах, они у него пока только в планах. Вот он о них скорее умалчивает. И на самом деле ему тяжело принять все вот эти перемены. У кого-то здесь разные причины могут быть, у кого-то финансовые трудности, у кого-то... Да, тройка пентаклей. У кого-то финансы, у кого-то договориться нужно с вами, да, то есть есть моменты, которые
требуют согласования, требуют компромиссов. И он сейчас наблюдает, он молчит о том, что он как будто бы находится в такой вот позиции, когда он собирает такую окончательную информацию для того, чтобы ему удостовериться в том, что вот эти перемены действительно нужны, вы до них дозрели, вы до них дошли, и вот к этой отправной точке вы подошли. Дальше мы меняем ракурс, да, мы меняем траекторию, мы меняем курс, направление. Молчит он о том, что ему сложно, молчит о том, что тяжело. А давайте посмотрим, почему молчит. Почему не рассказывает о том, что он сомневается, о том, что тяжело, о том, что все-таки будут вот эти вот перемены через трудности. Потому что по 8 мечей есть какие-то ограничения. Он не хочет давать ложных надежд, ложных обещаний. Но здесь серьезный человек. Здесь у большинства отыграются финансовые моменты, финансовые вопросы. Да, 9 пентаклей — это еще, знаете, карта комфорта. Здесь вот как пить дать, переживает за то, насколько он сможет финансово вас обеспечить. Страхи, ограничения по финансам, по вот именно комфорту финансовому, по благополучию. Поэтому здесь первая позиция, единички, у вас серьезный мужчина, который понимает, что в ваших отношениях нужны перемены. И если он о чем-то вам не говорит, то это для того лишь, чтобы не наводить лишнюю суету. Он наблюдает за тем, насколько вы все готовы, вы оба насколько готовы к этим переменам. Но он об этом думает, и перемены здесь серьезные. Просто боится, переживает по поводу того, насколько он материально, финансово потянет, либо не потянет. Поэтому здесь поздравляю, у вас не балабол, не шут гороховый, а настоящий мужчина, который действительно серьезно нацелен, настроен и слов на ветер бросать не будет. Благодарю, единички. Идем ко второй позиции, двоечки. О чем он хочет вам сказать, но молчит. Итак, давайте посмотрим все-таки сначала, что он думает по поводу ваших отношений. По поводу того, что между вами. Ой, тупиковая ситуация. У кого-то пауза, у кого-то вы у друг друга в блоке, у кого-то не можете просто найти компромисс. Вот знаете, как стена между вами. У вас своя территория, у него своя. Во-первых, не можете договориться. Во-вторых, каждый из вас как будто бы сам не понимает, чего хочет. Каждый пытается выстроить границы свои, да, установить свои правила. И вот здесь, знаете, вот меряетесь майками, перетягивание одеяла, вот каждый на себя, да, вот кто кого переборет, кто кого победит. Что он вам транслирует, о чем он вам говорит, о чем он вам рассказывает. Король, королева пентаклей. Так, смотрите, идеальный вариант для тех, кто свободен, да, здесь потому что идет пара, прям король, королева пентаклей. Здесь человек пытается вам дать понять, вот если вы оба свободны, да, если никто не в браке, человек пытается вам дать понять, что мы с тобой одной крови, мы с тобой из одного теста. Ты пентаклевая королева, я пентаклевый король. Мы оба готовы к стабильности. Ради чего мы вообще с тобой друг другу пытаемся что-то доказать? Нам нужно с тобой уже давно договориться. Зачем мы боремся, зачем мы сражаемся? Мы одинаковые с тобой, понимаешь? Нам не нужно вот этот вот разлад, раздор устраивать. Нам нужно просто договориться. Также, смотрите, может отыгрываться, что здесь не свободные отношения, потому что, опять же, король, королева пентаклей, да, это женатые люди, это люди в статусе постоянных партнеров стабильных. И если здесь кто-то из вас не свободен, здесь он ставит вот именно статус законных супругов во главу угла. Но как будто бы пытается найти компромиссы. Возможно, вы вместе работаете, возможно, есть какое-то общее дело, которое вас связывает, и он как будто говорит вам, ну хорошо, там, ты замужем, либо я женат, но мы же можем с тобой вот общаться по каким-то вот вопросам, да, то есть решить какие-то компромиссы, найти. Он, между прочим, хочет найти с вами компромиссы. А о чем молчит? Что хочет сказать, но молчит.
Он считает, что вашим отношениям нужен новый виток. И инициатором здесь должен быть мужчина. Он понимает, что этот новый шаг, да, новый виток должен быть, должен исходить с его стороны. И на самом деле, вот если для тех, у кого не свободные отношения, да, если вы в браке, он очень ревнует. Если он женат, то опять же он очень ревнует и считает, что у него есть соперник. Но он искренне считает, что вашим отношениям нужен новый виток. А почему? Почему он не говорит об этом? Почему не говорит о том, что ревнует? Почему не говорит о том, что нужны новые шаги? Потому что, смотрите, он хочет быть изначально победителем, да, он хочет, чтобы те шаги, которые он делает, они принесли ему победу. Здесь совершенно не хочет сделать какой-то шаг и, грубо говоря, обломаться, да. Здесь ему нужно прояснить какую-то ситуацию, для себя понять очень многие моменты. Он затем и наблюдает для того, чтобы по тузу мечей принять это решение. И чтобы это решение, оно, знаете, было принято не вслепую, не под какими-то иллюзиями, а, знаете, вот широко открытыми глазами, когда он смотрит вот именно ясным взглядом. И он как будто бы ждет каких-то перемен. Вот он, знаете, почему притаился по пажу мечей? Он как будто наблюдает, смотрит, ждет каких-то подтверждений либо опровержений своих догадок, своих мыслей. И именно поэтому он сейчас очень хочет вот нового витка в ваших отношениях. Он понимает, что эти инициативы должны исходить от него, да, но ждет, выжидает, наблюдает для того, чтобы ему разобраться в своих каких-то сомнениях, убеждениях или утверждениях, да, чтобы либо удостовериться в этом, либо развеять вот эти вот сомнения. Поэтому здесь вот у двоечек такой вариант. Благодарю двоечек. И давайте пойдем с вами к третьей позиции. О чем он хочет вам сказать, но молчит. Итак, троечки, что он думает по поводу того, что между вами? Что он думает о ваших отношениях? Очень все сложно, очень все трудно. Между вами преграды, трудности, проблемы. Но так продолжаться дальше не может. Вот эти трудности нужно обязательно преодолеть. И настало время перемен. Карта «Страшный суд» — это, вот знаете, вот переломные моменты. Заключение брака, расторжение брака, шанс на новый виток, да, шанс на перерождение, на восстановление ваших отношений. Он считает, что нужны перемены. И здесь трудности нужно преодолеть. Здесь нужно идти, вот знаете, вообще в идеале в семью. Вот для тех, у кого свободен, десятка монет — это вот именно карта семьи. Такое ощущение, что есть трудности, но очень хочется создать семью, поэтому все трудности мы преодолеем, и эту семью мы создадим. Что он вам транслирует, что он вам говорит вообще, да, о чем он вам рассказывает, какие мысли свои озвучивает. Я добьюсь цели, я приеду, если нужно. Чувства выражает. И вы знаете, здесь такая ситуация, когда он вам говорит про те трудности, про те сложности, которые между вами существуют. Да? Карта дьявола — это как ограничение определенного рода. Но он вам обещает, что он к цели придет, он этой цели добьется. Вы для него важны, нужны и значимы. Вы его сердце, вы его чувства, вы его эмоции. Он без вас не может, ему без вас сложно, трудно, тяжело. И он вам озвучивает те трудности, которые у него становятся на пути, да, вот эти вот преграды. У многих здесь отыграется то, что вот для тех, кто свободен, однозначно хочет человек создать семью и рассказывает вам сейчас о том, что мешает, да, что мешает прийти к этой семье. Для тех, у кого кто-то не свободен, да, либо вы в браке, либо он, потому что все-таки семейная карта у нас идет, человек настроен на тайные отношения, да, но здесь все равно что-то между вами должно меняться, как, знаете, как перерождаться, должны быть преодолены вот этого рода трудности, которые мешают. А о чем он вам не говорит?
О чем он умалчивает? Ой, вы знаете, здесь вот в любом случае, вот свободный, не свободный, в каких бы ни были отношениях, он на самом деле испытывает гораздо более глубокие чувства, нежели вам показывает. Вот король кубков, я люблю, да, у меня чувства есть. Но кубковый король — это также тот товарищ, который готов дарить любовь, но не готов дать пока конкретику. И это связано вот как раз-таки вот с этими трудностями, да. Он может вам рассказывать о тех трудностях, преградах, которые есть у него на пути к достижению вот этих вот перемен, но он не говорит о том, что он сам не готов, понимаете? Вот я такой кубковый король, я водянистый, я нерешительный, вот о чем он вам умалчивает, понимаете? Также, смотрите, не рассказывает о том, что считает, что вы лучше всех. Вот тройка монет на чувства, на отношения человека. Это прекрасная карта, которая указывает на то, что вот он, знаете, он никогда не встречал такую девушку, такую женщину, как вы. И он уверен, что он не встретит похожую даже на вас. Вы лучше всех. И ему очень нужна ваша помощь, ваша поддержка. Он понимает, что вы друг другу, как знаете, как в помощь идете. Вот вы две половинки одного целого. Он прекрасно это понимает. А почему же он не озвучивает? Это же, в принципе, такие неплохие моменты. Почему он молчит? Почему он это не озвучивает? Боится. Такое ощущение, что когда-то у него была уже похожая ситуация. Девятка жезлов — это как страх из-за того, что был какой-то неудачный опыт в прошлом. Плюс, смотрите, здесь кубковая королева еще замешана. Ну, как правило, в моих раскладах фигурные карты — это третьи лица. Здесь еще знаете, что может быть? Почему? Он может выбирать между вами и кем-то еще. Вот она, королева кубков. Вот она, карта влюбленной. Совершенно верно, карта выбора. И трудности, и препятствия, преграды. Здесь вот эти препятствия, преграды, они могут быть в виде другой женщины. И он сомневается, он боится делать шаги, он боится ошибиться просто-напросто. Но чувство у него к вам есть совершенно точно. И он прекрасно видит то, что вы гораздо лучше всех и лучше вот этой кубковой королевы, с которой он вас сравнивает, между вами и между которой он выбирает. Поэтому здесь у троечек вот такая ситуация. Такое ощущение, что вот человек настроен на создание семьи, да, вот, ну, у большинства здесь все-таки свободные отыграются отношения. Настроен на создание семьи, есть преграды, трудности. И основной преградой является страх ошибиться вот при вот этом вот выборе. Поэтому рассказывает, конечно же, что цели я добьюсь и люблю, куплю. Но на самом деле такой, знаете, товарищ достаточно водянистый, не совсем конкретный, не совсем решительный. Очень много сомневается. Сомневается в себе, сомневается во всем, в правильности выбора сомневается. Благодарю троечки. Благодарю всех за внимание, всех, кто смотрел сегодняшний расклад. Я буду благодарна безгранично вам за обратную связь. Пишите, как отыгрываются у вас общие расклады. И до встречи в новых видео.